Наш меломан. Проходим через... Точнее, мы сегодня с ним ездили там по делам, по одним. У нас там была встреча с Марком. Потом по пути зашли в магазин, в наш СНГ, который... Вот, купили там пельмени, купили, в общем, наши продукты. Вот, у меня звонок прервал. Я уже давно приметила, здесь хожу через вокзал, давно приметила магазин пластинок. А Марк же у нас вообще сейчас... У него это просто сейчас хобби, увлечение, не знаю, страсть, как сказать. Вот, поэтому я сейчас пользуюсь случаем, думаю, покажу ему Элтон Джон. Смотрите, как. Так, обновила цветочки, девочки, те уже подвяли, завяли. Вот такие вот взяла, вот совсем прям вот такими вот закрытыми бутонами, они потом долго стоят. Взяла вроде бы беленькие. Вот, там посмотрим. Они бывают, потом превращаются в желтенькие. Вот, но вроде бы беленькие, красиво. Смотрите, мне нравится, когда много зелени. Вот, даже не столь дело в цветах, как красиво это выглядит вот так, в прозрачной вазе. Приготовила сегодня суп с фрикадельками. Мне кажется, 100 лет уже не готовила ни суп вообще, ни тем более с фрикадельками. Прям с удовольствием покушали сегодня, особенно с укропчиком, со свежим. Ой, это просто великолепно было. И маме отнесла, конечно, тарелочку тоже с укропчиком, свеженький. Она, я думаю, с удовольствием поела. Девочки, что-то я совсем закрутилась за эти дни и забыла вам показать, что же я купила. Я купила вот такой вот укороченный тренч. Вот, это получается по бедра. Ну, вот такая вот классическая вот вещь. Посмотрите, какой он шикарный. И первый в мир. Качество просто великолепное. Вот. Вот такой вот рукав. Карманы, пуговицы. Ну, вообще обалденный. И знаете, что еще классно? Что вот это вот пояс, его можно регулировать. Его можно, получается, носить на талии, кому как нравится. А можно носить еще, сейчас же модно. Вот здесь же, знаете, вот низко-низко. Здесь, получается, по бокам вот тоже такие несколько вариантов. Вот 1, 2. Ну, а это классический на талии. А просто сзади смотрится вот так. Очень прикольно выглядит. Очень прикольно сидит. И вещь такая, я не знаю, ну, то есть классика. Это, я не знаю, на сколько лет можно носить, иметь в гардеробе на все случаи жизни, на все времена. Вот, мне очень понравился. Также вот делается рукав. Так, потом делается пуговичка. Дальше делается немножко уже. Вот, если широкий. Так что я очень-очень довольна. Что-то подобное я себе и хотела. Классика, чтобы это не так было какая-то выраженная такая прям куртка спортивная с капюшоном, там что-то такое. Вот чтобы это было что-то такое классическое, женственное, но в то же время стильное, модное и какое-то вот такое вот подчеркивающее индивидуальность, элегантность. Чтобы это была не просто какая-то удобная, обычная вещь. Чтобы она была именно вот, ну, вы поняли меня, вот элегантной. Так что вот такой вот я купила красоту. И можно даже летом носить, когда, ну, летом же тоже здесь бывают прохладные дни. То есть у него такая ткань и легко ухаживается, стирается. Такая плащевка, не плащевка. Ну, что-то такое. Вот. Так, а что это у нас? Видите, здесь еще делается под... Держится вот так вот, чтобы это был красивый вот такой воротник, прям под горло. Мне нравятся такие. Вот, чтобы не только было вот так вот, а чтобы можно было еще и под горло красиво застегнуть. Собственно, я хотела вам показать, что он не, ну, не толстый, не совсем прям теплый, но в то же время работа просто безупречная. Подклада такая. Все так, знаете, сделано, шито, прошито, строчки. Ну, в общем, то, что я хотела. Это бренд Аркет, по-моему. 75% катон. Стоит 180 евро. Ну, Аркт.
А, вот, Аркет, видите? Бренд шведский. В общем-то, вот, девочки, показала вам. Вот так вот, девочки, выглядит. Еще у меня будут сейчас кроссовки Самбо, Adidas. И все это выглядит очень классно. Вот, можно горло, конечно, вот так вот. Тоже прикольно. Очень выглядит. Ну, классный, мне кажется. Очень тренчик такой. Вот то, что нужно. Я когда-то себе хотела вот длинный, ну, там, или по колено. И все как-то что-то, как бы мне не очень нравилось. И я поняла, все-таки дело в длине, что в таком мне будет намного комфортнее. Ну, девочки, вот так вот под эти кроссовки. Очень даже круто, прикольно смотрится. Я очень-очень довольна. Но прям мне безумно комфортно. Так, я уже немножко освободилась. И теперь хочу, пока есть время, сходить в польский магазин, который мне когда-то понравился. Там, где я брала маме на день рождения продукты. Вот, приехала сюда, в этот район. Вот, и хочу купить почти селедки. Вот эту вот упаковку. Она прям реально вкусная была. И с буряка. Буряка и майонез. Вот, и сделаю сегодня вечером под шубой. Решили на семейном совете, что, скажите, что под шубой будет сделать самый лучший вариант. И мама хочет крабовый сделать. Вот. Паски уже есть, я купила. И ей купила тоже. Яйца как бы покрасить. Хотелось бы, не знаю, может быть, каркаде сейчас куплю. Или вот этот желтую приправу. Вот. И покрашу каким-то таким натуральным способом. Вот. А еще меня здесь где-то там, короче, в другом месте меня ждет Валерий. Вот, не знаю, нам сегодня срастется, встретится или не срастется. Посмотрим. Вот. А еще что хочу сказать, что сейчас очень много охраны здесь прям военизированы в израильских, в этих еврейских районах, особенно возле еврейских школ. Вроде бы как участились теракты. Вот. Или как бы есть информация про готовящийся теракт. Ну, что-то такое. Ну, короче, сейчас очень много здесь военизированной охраны именно возле вот этих вот всех еврейских заведений. Да. Так, а вот этот вот магазин Пульс. Вот супермаркет, но здесь дело в том, что и украинские, и польские товары. Очень много украинских, очень много. Вот. Что я вам хочу сказать? Не одна я такая умная кинулась в последний момент. То есть сегодня, ну как бы не совсем прям последний. Сегодня только пятница. До селедки уже нет. Какую-то там взяла, но не такую, как маме я брала. Вот так, девочки, и складывается впечатление, что мы здесь только едим. Хотя прошел уже практически целый день. Было много дел, которые скучные, неинтересные. Вам о них не расскажешь, поэтому вот так вот. Получается от обеда до ужина, с ужина до завтрака. Вот так вот. Салат вот уже приготовила. Так давно хочу именно такого: огурцы, помидоры, лук, майонез, укроп. Вот гречка здесь варится у меня и мяско здесь. Вот сейчас будем ужинать. Кстати, девочки, мне нравится мясо, чтобы было много-много лука, и чтобы он такой был тушеный, и чтобы мясо прям в этом луковом пюре, да, ну, в этом соку луковом, чтобы оно вот прям тушилось, чтобы не сразу лук сгорел. Поняли? Тогда это очень-очень вкусно. И мясо получается очень мягкое, и желательно, конечно,
чтобы оно было хорошо промариновано. Потому что сразу, конечно, кусок мяса на сковородку свежий, и нужно, чтобы это было реально какая-то свежина, прям какое-то домашнее, выращенное, чтобы оно было само по себе вкусное. Вот. Хочу сделать себе чай. Купили вот такой вот малиновый, и очень с Марком мы его любим. Вот, и, кстати, очень соскучились за чаем Гринфилд. В этом магазине, там, где я говорила, в микс-маркете, вот, оказывается, его там достаточно, вот, разные вкусы. Вот, и знаете, что хотела вам еще показать? У меня здесь есть знакомая, хорошая знакомая, она вообще родом со Львова, вот, там, или со Львовской области, ну, то есть там родилась в области, по-моему, жила потом во Львове, вот, и вот она угостила меня, как она говорила, пляцки, по-моему, да, вот, то, что они пекут сами, вы посмотрите, какое произведение искусства, извините, что здесь уже надрезано, это я только что кусочек съела, а потом думаю, стоп, думаю, надо же девочкам показать. Вот такие вот здесь получается несколько слоев. Ну, это не бисквит, это немножко другое тесто, и все совершенно разные прослойки. Это ореховое, это вот мягенькое, там что-то белое, это маковое. В общем, между ними разные прослойки. Сверху, как-то она тоже сказала, ну, по-нашему мармелад, но это в Польше она покупала, вот как-то там называется специально. Там еще и яблочки, в общем, девочки, это на самом деле очень вкусно, вот, и спасибо большое, Лида зовут мою хорошую знакомую, вот, очень вкусно. Смотрите, что происходит, все больше трамвайных линий переходят в режим ремонтных работ, и вот уже, я не знаю, через месяц, наверное, закрывается вообще основная, вот эта вот, которая идет на Линки Ровер, то есть это на другую сторону, вот, Антверпена, и, я не знаю, это на дорогах будет пробки сумасшедшие, потому что они и так есть, здесь как-то развязки сделаны, знаете, не совсем грамотно, что, может быть, светофоры поставлены не слишком грамотно, что они слишком часто и постоянно, ну, в общем, здесь на автомобиле очень сложно, и я вам скажу, не так все быстро добираться, как хотелось бы и как кажется. Вот было спасение трамы, и трамы сейчас, видите, очень много. Это сейчас вообще в другом конце города нахожусь, посмотрите. И вот такой вот сейчас везде, куда ни кинься. И на этом участке вообще сейчас нет трамов, нужно только на автобусах. Конечно, да, не совсем как-то так удобно. Я уже дома. Дорога к дому заняла по времени ровно умножить на 2, а то и на 3. Из-за того, что перерыто, транспорт не ходит, оказывается, в том районе уже больше, чем полгода. Вот такая вот история. Не знаю, как там люди на автобусах добираются. В общем, я добиралась сегодня очень долго. И туда, и обратно. Вот, и планы немножко мои изменились, потому что было одно, приеду, там чем-то буду заниматься. В итоге приехала поздно. Ну, вот мама зато приготовила пирожочки уже с картошкой. Вот, зачем-то дала их все мне, не знаю. Все готовит и все, да, я говорю, ну пусть у тебя будет, мы возьмем сколько. Нет, вот отдала все. Я здесь готовлю под шубой, у меня, точнее, варятся у меня овощи под шубой. Буряк у меня вареный купила в польском магазине, вот, варю картошку, морковку, вот, яйца вот у меня сварились уже. А это я грибы хочу сейчас пережарить хочу пальчики сделать, рулетики с грибами и сыром. Кто-то у меня спрашивал, девочки, в каком-то из последних видео рецепт крабового салата, хотя я очень часто говорю вообще элементарно. Яйца, крабовые палочки и кукуруза. Все, больше ничего мне там не нравится. Ни картошка, ни рис. Единственное, что может быть, иногда это свежий огурчик. Вот все, больше ничего. Вот, хотя когда-то готовила что-то красный салат, Красное море, по-моему, с помидорами, но это не классический крабовый салат, он тоже, кстати, был вкусный, там с чесночком, тоже был вкусный. У меня, кстати, рецепт на кулинарном, по-моему, есть. Вот, а вот классический это такой, яйца,
крабовые и кукурузка. Кукурузка желательно, чтобы была сладкая, сочная, вот, и это будет идеально. И чтобы майонез был. Смотрите, мой любимый майонез меня и тут нашел. Все, я теперь нашла, где его продают, и теперь беру только такой. Под шубой у меня, как всегда, огромезная, потому что всегда у меня щедрые слои. Прям хорошо кладу всего, и в итоге получается вот такая вот гора. Ну что, раз пятилетку его готовишь, там на некоторые праздники, уже хочется, уже, знаете, уже прям наесться, так наесться. Купила большое ведро селедки, она, правда, не очень, как бы не жирненькая, потому что всю разобрали, как бы до меня. Вот, осталась такая, она немножко соленковата, но, надеюсь, за счет лука и других как бы ингредиентов, оно как бы вкус так стабилизируется, потому что если селедка тоже никакая, салат тоже будет какой-то пресный, поэтому будем надеяться, что они друг друга компенсируют там за сутки. Сейчас буду вот делать отбивные мясо. Приготовила уже сыр, грибы и, может быть, лук для пикантности. Вот, буду смотреть. Яйца решила покрасить в растворе в крепком чае. И еще добавила, вот, ой, у меня были белоснежные яйца. И вот пока что вот такие вот бежевые они получаются. Вот. Потом я их планирую поместить в рис. Не знаю, что с этого получится. Ну, что получится. Завтра на дневном, конечно, они будут, мне кажется, поинтереснее выглядеть. Какой салат? Христос воскрес! Воистину воскрес!